Приветики! Рассказ о циркулярной пиле Metabo KS55. Она у меня 2 года. Купил я ее в феврале 2019 года. Вот что в первую очередь посоветовал бы сделать. В комплекте идет вот такой диск на 18 зубьев, родной, метабовский. Нужно обязательно его менять на диск как минимум, чтобы было 32 зуба. Тогда запилы получаются ровнее и запилы получаются без заусенцев, так называемых, повышает качество обработки древесины. Не буду там о преимуществах, недостатках. Пила пилит на 55 мм в глубину. Все это знают. Глубже можно пилить, но приспосабливаясь, то есть переворачивать деревяшку. У меня бюджетный вариант для того, чтобы пилить доски заданной ширины. Есть вот такая вот штука, выдвигающаяся направляющая, которая в торец доски выставляется, и вы пилите ту ширину доски, которая нужна. Примитивное приспособление, но оно выручает, оно помогает. За 2 года эксплуатации у меня случились всего 2 поломки. Когда пила заходит в деревяшку, кожух начинает подниматься. Потом пила вытаскивается из деревяшки, и кожух, соответственно, должен вернуться, чтобы диск не травмировал человека. То есть вот эта вот штука, она достаточно нужная вещь. Вот эта пружинка вылетела, и у меня кожух не возвращался назад. Ремонтируется очень легко, далее я об этом расскажу. И второй элемент, который нужно было сделать, стопорный вал, который регулирует глубину запила пилы. Вот. Он тоже пришел в негодность. Странно, что метабовцы сделали этот стопорный вал пластиковым, поэтому он износился буквально меньше, чем за год. Стопорный вал сам по себе стоит 150 рублей, но доставляется он, не знаю, из Китая или из Германии 2 месяца. В наличии я его в нашем городке не нашел. Все, других недостатков в пиле нет, других поломок не случалось, хотя работаю я ей постоянно, часто. Используется минимум раз в неделю, причем и в продольном резе, и в поперечном резе. Ну и углы я даже и запиливал, когда у меня торцовки не было. Ну а дальше ремонт. Поехали. Чтобы открутить стопорный вал, откручиваю винт его фиксирующий. Тут видно, в каком безобразном состоянии находится старый вал. Ну и сразу для сравнения новый вал. Разница, по-моему, очевидна. Ставлю вал на место и прикручиваю. Так, ну теперь пофиксим возвратную пружину. Для этого шестигранником откручиваю стопорную гайку. Шестигранник идет в комплекте с пилой. После этого отверткой нужно открутить 4 винта, которые держат стопорную шайбу, и кожух снимается. Дальше находим на кожухе отверстие, в которое вставляется пружина. Нужно зацепить пружину за кожух и вставить в отверстие, ну и отрегулировать, чтобы был натяг. После проверки работоспособности пружины и кожуха собираю все назад. Итак, все работает, что и требовалось доказать. Если ролик был полезным, подписываемся и следим за обновлениями. Всем пока!